Всем привет! Интервальное голодание набрало большую популярность за последние годы, и все из-за того, что оно имеет много преимуществ, а единственный недостаток заключается в том, что вы можете проголодаться. Поэтому сегодня речь пойдет о полезных советах, которые помогут вам во время интервального голодания. Если вам интересно, как улучшить состояние здоровья и как питание влияет на наш организм, то подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Я хочу рассказать вам про 5 эффективных способов, с помощью которых вы сможете контролировать свой аппетит, а в конце видео вас будет ждать небольшой бонус, который поможет связать все воедино. Что ж, давайте начнем. Интервальное голодание – это, по сути, ограниченное по времени питание. Так, например, если у вас был один прием пищи в полдень и затем 1 или 2 приема пищи до 4, тогда у вас будет 4-часовое окно для приема пищи и 20-часовое окно для голодания. Есть множество других вариантов голодания, например, 16-часовое окно голодания и 8-часовое окно для пищи. На самом деле не имеет значения, как вы это делаете, просто допускаете более длительный период голодания, чтобы снизить уровень инсулина. Некоторые люди могут голодать даже в течение нескольких дней, если у них стойкая инсулинорезистентность или диабет 2 типа, или если они просто хотят пройти через интервальное голодание быстрее. Как бы долго вы ни голодали, всегда есть вероятность, что вы проголодаетесь, поэтому мы поговорим о том, как это контролировать. Среди преимуществ голодания можно выделить потерю веса, выработку инсулина и инсулинорезистентность. Это также поможет повысить иммунитет и повысить аутофагию. Аутофагия – это такое состояние, при котором тело берет то, что ему больше не нужно, проводит утилизацию и изготавливает новенькие аминокислоты, используя их как топливо и как сырье для построения собственных тканей. Также интервальное голодание поможет повысить ясность ума, и преимущества можно продолжать дальше. Вы даже можете улучшить состояние своего мозга. Когда вы голодаете, вы производите больше человеческого гормона роста и больше нейротрофического фактора мозга. Эти два гормона необходимы для создания новой мозговой ткани и новых нейронных связей. И единственное, что может полностью перечеркнуть все эти преимущества, это то, что некоторые люди, когда они не едят какое-то время, начинают испытывать сильный голод. Прежде всего, мы хотим понять, что из себя представляет голод. И большинство людей, которые никогда не пропускали прием пищи, думают, что это просто линейная функция времени, и чем дольше вы не едите, тем голоднее вы становитесь. И это неверно. Чувство голода нелинейно, оно непостоянно и оно варьируется в зависимости от гормона под названием грелин. Организм вырабатывает грелин в определенное время дня, которое является привычным для каждого из нас. Поэтому всякий раз, когда ваше тело узнает, что пора есть, например, на завтрак, обед или ужин, вы должны понимать, что именно в этот период оно научилось выделять немного грелина, чтобы вызвать у вас чувство голода. Большинство людей не понимают, что если вы высвобождаете грелин и вы не едите, он все равно будет снижаться. А затем, если вы снова увеличите его, он снова будет идти на убыль. И как вы думаете, что же произойдет с течением времени? Со временем уровень грелина снизится, и люди будут чувствовать голод все меньше, когда они не едят. Но даже зная о грелине, вы все равно хотите ожидать, что проголодаетесь. И это происходит, как правило, потому что вы не адаптированы к жирам. Ваше тело имеет доступ к жировым запасам в качестве топлива, и оно не чувствует никакой нехватки, оно просто продолжает заниматься своими делами. И если у вас перепады настроения, мало энергии, вы теряете концентрацию, становитесь раздражительным, когда вы пропустили прием пищи, это показатель того, что вы плохо адаптированы к жирам, и ваше тело не обладает метаболической гибкостью. Оно не знает, где взять энергию, если вы не едите в течение нескольких часов, что не является нормой. Но если вы будете придерживаться определенных правил, то вы адаптируетесь к жирам. Голод будет приходить и уходить, вы должны понимать, что это не постоянно, он не увеличивается линейно. Так что если вы сможете его проигнорировать, например, выпьете что-нибудь вместо того, чтобы съесть, то это обязательно пройдет. Следующее, что нужно знать о голоде, это то, что голод – это просто голод. Это не значит, что вы умрете, и не значит, что вам есть о чем беспокоиться. Всегда присутствует определенная тревога и страх, потому что голод подсознательно связан с выживанием.
И если бы мы не знали, откуда мы добудем следующую порцию пищи, то для организма имело бы смысл создать эту сильную потребность в поиске еды. Но интервальное голодание сильно отличается от голода в общем смысле. Когда вы испытываете голод и не знаете, откуда придется доставать пищу, это очень пугает. Но если у вас полный холодильник еды, вы знаете, что ее достаточно, то голод – это уже не нечто необычное. Это просто ощущение тела, которое вы можете игнорировать. Это похоже на боль в мышцах во время тренировки. Пока вы сидите на диване, вы не ожидаете боли в мышцах, но если вы работаете с гантелями, пока ваши мышцы не начнут гореть, то эта боль вполне ожидаема. А потом она становится нормальной, и вы больше не беспокоитесь об этом. То же самое и с голодом, это просто ощущение тела. Если вы знаете, что жизнь не в опасности, а вы просто преследуете определенную цель, тогда вам больше не о чем беспокоиться. И, конечно же, когда чувство голода уменьшится, так как ваше тело станет более адаптируемым к жирам, когда оно научится использовать топливо, тогда вам будет намного легче. Теперь, когда вы знаете, что голод – это не то, о чем нужно беспокоиться, давайте поговорим о других вещах, которые помогут придерживаться голодания. Следующее, что нужно добавить, это минералы, потому что когда вы голодаете, ваш инсулин снижается. Голодание – это вообще самый действенный способ снизить уровень инсулина, а инсулин удерживает натрий, поэтому когда инсулин падает, вы теряете вместе с ним и натрий. Организм может даже увеличить уровень инсулина, чтобы иметь возможность удерживать этот минерал. Натрий и глюкоза являются ценными ресурсами в краткосрочной перспективе, и организм будет делать то, что ему нужно, чтобы поддерживать их стабильный уровень. Именно поэтому следует увеличить количество минералов и следить за тем, чтобы вы получали достаточно натрия, калия, магния и кальция. Это поможет контролировать голод. Жидкости идут рука об руку с минералами, потому что, опять же, голодание снижает уровень инсулина, инсулин заставляет вас терять некоторое количество натрия, а вместе с натрием вы также теряете некоторое количество жидкости из организма. Употребление большого количества жидкости имеет две цели. Во-первых, восстановление жидкости, а во-вторых, жидкости часто делают вас менее голодными. Очень часто ваше тело просто хочет, чтобы в него закинули какую-нибудь еду, а если вы просто дадите ему жидкость, то уже через 10 минут вы не будете чувствовать такой сильный голод. Лучшим напитком, очевидно, будет вода, затем следует травяной чай, зеленый чай, затем черный чай и в конце будет кофе. Почему же кофе находится в самом конце? Потому что у некоторых людей большое количество кофеина может вызвать стресс, из-за чего у вас выработается кортизол, а кортизол в свою очередь повысит уровень сахара в крови и, соответственно, инсулин. Хоть это и не то, о чем большинство людей должны беспокоиться, но с кофе лучше не перебарщивать. Средство для голодания номер 4 называется Bulletproof Coffee. Его еще называют пуленепробиваемый кофе или бронебойный кофе. Рецепт кофе с таким звучным названием придумал Дэйв Эспри, айтишник из Кремниевой долины. Дэйв Эспри почувствовал, что перегорел и начал интересоваться тем, как можно привести свои дела в порядок. За вдохновением он отправился в Тибет, чтобы научиться правильно медитировать у местных буддистов. Выйти из колеса сансары у него, конечно, не получилось, но в горах он нашел нечто более интересное. Однажды, остановившись на одном из горных перевалов, Эспри зашел в хижину, где местная женщина угостила его чаем со сливочным маслом из молока яка, традиционным для Тибета продуктом. Я тут же почувствовал ментальное просветление, все стало казаться проще, вспоминает Эспри. Когда Дэйв вернулся домой, опыт, приобретенный в Тибете, никак не хотел его отпускать. Он углубился в изучение различных методов биохакинга и научных исследований, уделяя особое внимание интервальному голоданию и кетогенным диетам. В результате он создал собственный рецепт кофе, вдохновленный тибетским напитком, и придумал ему яркое имя Bulletproof Coffee. В общем-то, это просто кофе с маслом. Итак, чем же он может нам помочь? Он даст нам немного калорий и вместе с этим чувство сытости. Но самое главное – это то, что он почти не повлияет на уровень инсулина. Ваш инсулин падает, потому что вы голодаете. А затем, когда вы пьете бронебойный кофе, который состоит из чистых жиров, вы получаете маленький скачок инсулина, и затем он опять продолжает падать.
Однако не стоит забывать, что обычное голодание всегда приводит к большему снижению инсулина, но вы вполне можете использовать бронебойный кофе в качестве инструмента для интервального голодания. Просто когда вы почувствуете, что можете обойтись без него, то лучше просто переставайте его пить. Совет номер 5 заключается в сочетании интервального голодания с низкоуглеводной диетой. Углеводы действуют как наркотики. В мозгу есть опиоидные рецепторы, которые в первую очередь могут стимулироваться такими вещами, как сахар и пшеница, но также и углеводами в целом, поэтому они дают такой приятный эффект. Но вы должны понимать, что это наркотик, и он заставляет вас есть больше углеводов и мало насыщает вас. Вы можете съесть много еды с макаронами или рисом и все еще быть голодными уже через 2 или 3 часа. Этого не произойдет, если вы едите белки и жиры. И, конечно, это приводит к тому, что углеводы делают вас еще более голодными. Еще одна причина, по которой инсулин вызывает такое чувство голода, заключается в том, что он блокирует лептин. Каждый раз, когда вы едите, ваше тело вырабатывает лептин, который является гормоном сытости. Лептин сигнализирует гипоталамусу, что вы съели достаточно, и у вас теперь достаточно топлива и питательных веществ. И мозг говорит тебе: давай немного подождем. А углеводы и инсулин блокируют это сообщение, и мозг не чувствует, что вы сыты, вы продолжаете хотеть есть, и ваш голод только растет. Очень важно иметь в виду то, что чем меньше углеводов вы едите, тем больше кетонов вы производите. А кетоны являются еще одним источником энергии для тела и мозга. И когда тело и мозг получают достаточно энергии из этих кетонов, они уменьшают чувство голода. Какой же мы можем сделать вывод из всего вышесказанного? Когда вы голодаете, очевидно, что жиры являются основным топливом, ведь это ваше долгосрочное хранилище. И низкоуглеводная диета или же кето-диета позволит вам очень быстро адаптироваться к жирам. Если вы позволите себе перейти на низкоуглеводную диету или, может быть, на кето-диету в течение нескольких недель, вы сами обнаружите, что почти хотите начать пропускать приемы пищи, потому что ваше тело начало обретать метаболическую гибкость. У многих людей это происходит по-своему. Некоторые люди, конечно, могут съесть пиццу, а затем начать голодать, но для других людей это становится сущим кошмаром. Пришло время для бонуса, про который я говорила в начале. Этим бонусом является медитация. Для кого-то это, возможно, будет нелепо, ведь мы живем в культуре, где нам нравятся осязаемые вещи, такие как таблетки, еда и так далее. Мы можем потрогать их, прикоснуться к ним. А такие вещи, как стресс и медитация, это своего рода абстракция, и нам трудно понять, насколько эффективной она может быть. Но я лично считаю, что нематериальное может принести куда больше пользы, чем другие вещи, особенно в случае контроля голода и настроения. Медитация позволяет вам расслабиться, и когда вы расслаблены, вы меньше беспокоитесь и нервничаете, и вы будете менее склонны к беспорядочному потреблению пищи. Расслабление активирует вашу парасимпатическую нервную систему, и тем самым вы уменьшаете уровень стресса, вы уменьшаете кортизол и инсулин, а вместе с этим уменьшается чувство голода. И все это вы делаете на физиологическом и неврологическом уровне. Это как будто встроено в ваше тело. Я уверена, что каждый, кто смотрит это видео, чувствовал, что при стрессе возрастает желание что-нибудь съесть. Это похоже на попытку бегства от проблем. Наш мозг будто чувствует опасность и хочет пополнить запасы топлива. И поэтому он говорит: дайте мне немного сахара, дайте мне немного этого быстрого топлива. Надеюсь, это видео было вам полезно. Всем огромное спасибо за просмотр.